Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего видеоурока – концерт Моцарта для флейты с оркестром «Соль мажор». Разбор произведения и распространенные ошибки. Концерт Моцарта сопровождает нас всю нашу музыкальную жизнь со студенческих лет и всю профессиональную деятельность. Мы его играем с оркестром, мы его играем на конкурсах в оркестр, и играем как учебное произведение. И крайне важно всегда поддерживать его в форме. Для того, чтобы самостоятельно работать над этим концертом, я хочу дать вам несколько советов. По поводу истории создания, я думаю, вы можете сами найти исчерпывающую информацию на просторах интернета. Я даже недавно с удивлением узнал, что сохранился портрет заказчика этого произведения, он находится в Голландии. Моцарт писал этот концерт на заказ для флейтиста-любителя. И, конечно, может быть, нам не повезло так, как кларнетистам, и особенно пианистам и скрипачам, но, тем не менее, это выдающееся произведение, и, возможно, это главное произведение флейтового репертуара. Прежде всего, перед тем, как вы начали разучивать или работать над этим концертом, очень важно выбрать издание и редакцию, по которой вы играете. Существует множество различных версий, но многие из них, к сожалению, содержат ошибки как в тексте, так и в штрихах и так далее. Я рекомендую вам иметь издание Bärenreiter, которое на 100% верно и не содержит никаких ошибок. Следует понимать, что вы покупаете ноты один раз в жизни, а пользуетесь ими всю свою профессиональную жизнь. Если у вас нет возможности сию минуту пойти в магазин и купить это издание, но вы пользуетесь им SLP, то есть другое издание, я недавно узнал, что оно есть, это Jopfen Music, и оно как раз не содержит ошибок, я это тоже сам проверил, и содержит исключительно уртекст, по которому тоже можно достоверно играть. Мы играем этот концерт не так часто с оркестром, а с аккомпаниатором, и нужно понимать, что это издание Bärenreiter сделано исключительно для того, чтобы вам удобно было анализировать по клавиру и партию оркестра. То есть здесь собраны все оркестровые голоса. Может быть, это не очень удобно для пианиста, и можно оставить на выбор вашего аккомпаниатора, по какому переложению для клавира и ему играть. Но вам я рекомендую пользоваться вот этими изданиями. Итак, первое, что требуется при начале разбора произведения, посмотреть указания автора. Очень многие студенты приходят на урок, и только потом выясняется, что, например, в ре-мажорном концерте Моцарта обозначение аллегро аперто, а в соль-мажорном аллегро маэстоза. И, соответственно, это прямое указание автора, в каком характере нужно исполнять данное произведение. Маэстоза, я не думаю, что нужно переводить, это значит величественно. Аллегро у нас предполагает определенный темп. И, по моему глубокому убеждению, идеальный темп, выбор темпа для первой части соль-мажорного концерта Моцарта по метроному 120. Конечно, работать нужно в более медленном темпе, например, 100 можно себе выставить на метроном. И самое главное, ни в коем случае никогда не работать без метронома дома. И при этом еще в медленной части, например, во второй части, использовать метроном в том числе. Это большое заблуждение, что медленную музыку можно играть свободно. Там точно такой же метроритм, который, если вы нарушаете, а это крайне важно в музыке классического периода, соблюдать метроритм, потому что как только вы от него отступаете, вы нарушаете структуру произведения.
И это сразу становится заметно с первых же тактов, если вы играете не ритмично. Мы исполняем это произведение с оркестром. Это предполагает то, что мы должны слышать, что происходит в оркестре, с кем мы взаимодействуем. Вы никогда не играете свою партию отдельно от всей музыкальной ткани произведения. Поэтому паузы, которые у вас возникают в сольной партии, вы должны слышать, что происходит в этот момент в оркестре. Когда мы играем это как конкурсное произведение, например, конкурс в оркестр, здесь мы должны предполагать, что мы взаимодействуем с роялем. Соответственно, здесь некоторые нюансы, как настраиваться с роялем или с оркестром. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, мы выяснили, что Моцарт дал нам указание аллегро маэстоза. Соответственно, мы выяснили, в каком темпе мы должны это играть. И дальше, я думаю, что у вас есть ноты, в которые пронумерованы такты, и вы сможете следить вместе с нотами за тем, как я предлагаю разбирать это произведение. Очень часто мы сталкиваемся, например, уже в 33-м такте, это третий такт, когда мы играем, собственно, концерт, трель. Всегда возникает вопрос, как играть трели, сверху или не сверху. Ре-мажорный концерт Моцарта был в оригинале написан для гобоя в тональности до мажор. И если вы послушаете, как гобоисты играют трели, вы услышите, что они всегда играют не сверху, а именно вдоль. Флейтисты играют вторым способом. Я объясню, почему так происходит. Дело в том, что по своей природе звукоизвлечение на гобое очень определенные, потому что у них есть трость, и каждое начало ноты они стараются, наоборот, сделать более мягким. Флейта по своей природе звукоизвлечение совсем другого характера. И при игре на флейте мы стараемся наоборот сделать более точное звукоизвлечение и более концентрированное звучание. Поэтому, когда мы играем на флейте, мы играем трель сверху, для того, чтобы подчеркнуть начало ноты. А гобоисты играют не сверху, для того, чтобы, наоборот, нивелировать начало ноты. И мы таким образом достигаем равновесного звучания на разных инструментах. Приходим к общему знаменателю. Есть два места в первой части, я вам чуть-чуть позже расскажу, когда трель играется в этом концерте не сверху, и объясню почему. Итак, часто приходится заниматься первыми 4 тактами достаточно продолжительное время со студентами, потому что у нас здесь очень много возникает задач, как раз, которые нам приходится решать по ходу исполнения всего произведения. Дело в том, что первое – это штрих, каким мы должны играть, помимо, естественно, соблюдения метроритма. Он должен быть предельно однородным. Поэтому, когда мы играем, сразу нарушается структура. Вот. Что для меня важно? Во-первых, сильная доля. Никогда слабая доля не должна быть ярче или перевешивать сильную долю. При этом у нас уже в первых 4 тактах возникает задача построить музыкальную фразу. То есть мы должны наметить начало, развитие, кульминацию этой фразы и ее завершение. Вот. И как раз это и составляет сложность интерпретации концерта Моцарта. Часто бывает, что у нас перевешивает слабая доля, все наоборот, с ног на голову. Вот, поэтому обратить внимание в медленном темпе, когда вы работаете с метрономом приблизительно 100, на то, чтобы у вас был предельно одинаковый штрих, и ни в коем случае слабые доли не вылезали и не перевешивали сильные.
45-м такте очень часто возникает вопрос, как нам сыграть нижнюю ноту ре в первой октаве таким образом, чтобы был четкий определенный штрих. Здесь я посоветую играть 16-ю таким способом. Ре-ре сыграть та-ка. Та, та, така, та. И таким образом у вас будет легче произноситься это 16-е. Вот, и так далее. И ни в коем случае не перегружать дыханием с тем, чтобы у вас не застревал язык и нотка, и флейта успевала зазвучать на эту мелкую нотку ре. Дальше у нас в 38-м такте 3 раза повторяется одна и та же фигура. Естественно, что если мы будем играть одинаковым нюансом, это будет как Баден, 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 Баден. Почему, зачем повторять? И так понятно, что Баден. Поэтому мы должны сделать разницу в нюансе от начала этой фразы и к трели, которая как раз является небольшой целью движения всей фразы и кульминацией этой небольшой фразы. Соответственно, неопытный музыкант, когда он видит крещендо на 3 такта, он делает крещендо, начиная уже с первого такта, во втором такте у него максимальный нюанс, в третьем такте у него кончается дыхание, и в результате вместо крещендо и кульминации получается диминуэндо. Поэтому я рекомендую вам самый последний момент делать крещендо, тогда у вас получится яркая разница в динамике. Также очень важный пример штрихов здесь, когда дети играют гаммы, они делают небольшую ошибку, а может быть даже и большую ошибку. Дело в том, что когда мы играем 2 легато, 2 стаккато, и играется это формально, например, гамма, соль мажор, это не 2 легато и 2 стаккато, а штрих, который вы никогда не будете использовать в реальном произведений, разве что, может быть, в секвенции Берио, где требуется такое жесткое стаккато. Поэтому старайтесь, чтобы после 2 легато, 2 стаккато у вас нотки все равно соединялись во фразу, а именно. Потому что если вы будете играть, получается то, что вам совершенно не требуется. Поэтому даже в момент, когда вы работаете над гаммами и над штрихами, например, 17 ежедневных упражнений Тафанель Габера, если это усложнить гаммы, и там вы увидите рекомендации, какими штрихами, 10 способов это играть, это и 2 легато, 2 стаккато, 3 легато, 1 стаккато и так далее. Всегда надо следить за тем, чтобы у вас нотки, невзирая на смену штриха, складывались в музыкальную фразу. То есть мы уже готовим то, что мы используем при игре в концерте Моцарта. Как вы видите, я меняю динамику каким способом? И очень простая рекомендация, в 95% случаев она работает. Когда вы видите, что фраза идет вверх, играется крещендо. Когда фраза идет вниз, играется диминуэндо. За исключением тех эпизодов, когда композитор указал специально движение фразы, окончание фразы, кульминации в нижнем регистре. Тогда вниз играется крещендо. Но здесь... Как видите, я меняю динамику очень сильно при движении вверх и движении вниз, чтобы у нас получилась живая музыкальная фраза, а не однообразная меццо, меццо, форте, меццо, форте, меццо, форте. Поэтому преувеличивайте это обязательно при работе в медленном темпе, следите за этим. Дальше в 46-м такте часто возникает вопрос, как играть эти самые форшлаги, которые написал Моцарт.
я предлагаю здесь применить метод декомпозиции. То есть убрать все второстепенные мелкие ноты и оставить только то, что называется скелет или костяк фразы. И что у нас получается? Вот это, собственно, и есть та самая основа и та самая фраза, на которую нам надо обращать внимание. Все остальное – это дополнение. Итак, в 46-м такте у нас, как мы видим, полутоновое тяготение. И я предлагаю его интерпретировать так, чтобы все его услышали. То есть я делаю что? Таким способом. Некоторые играют чуть более строго и предпочитают не фиксировать свое внимание на этом полутоновом тяготении. Например, но очевидно, что здесь кавалерийская скачка совершенно неуместна. Потому что здесь мы пришли в минор, и характер мы должны показать фразы, которые я только что играл. Вот она фраза. Поэтому надо понимать, что все мелкие ноты и форшлаги – это украшение, которое не должно никогда заслонять основную тему и основную фразу. Дальше у нас в 50-м такте тоже есть форшлаг, который многие выпускают из внимания. И опять-таки, как он играется. Я подойду один так до этого сыграю. Вот. Никогда не упускайте его из вида. Очень часто бывает то, что либо его вообще не играют, либо играют каким-то другим способом. Вот по-другому я не вижу, что его можно сыграть. Дальше у нас окончание экспозиции, и, собственно, есть еще два такта оркестрового выступления. Это мы очень четко должны себе представлять, что в 57-м такте мы должны привести все то, что мы вот до этого излагали на протяжении 20 тактов, именно вот в эту ноту ре. Чтобы оркестр вступил, точнее продолжил нашу мысль, и следующие два такта оркестрового тутти музыканты в оркестре не стеснялись ярко сыграть. Дальше в 60-м такте у нас получается то самое место, о котором я говорил, опечатка. Во многих изданиях соль диез на одну четверть раньше написан, при том, как соль диез должен встречаться на самой последней восьмушке в этом такте. Ошибка. Это опечатка. Нужно играть соль диез в этом месте возникает. Если вы возьмете два издания, о которых я уже упомянул, там все написано корректно. Дальше 66-й такт. Здесь у нас тоже встречаются трели, совмещенные с синкопой. Как ее играть? Можно играть двумя способами. Можно сыграть группетто. Крайне важно, чтобы, как я уже говорил, украшение, вот эта трель, она не заслоняла ритм, который написан. Для нас крайне важно сыграть потому что очень часто у неопытного музыканта, исполнителя, вот эта трель перевешивает его внимание, и штрих точный сыграть не получается. Поэтому, пожалуйста, обратите ваше внимание, что первое для вас самое важное – это донести ритмический рисунок и штрих. Дальше в 70-м такте у нас написаны форшлаги, которые
всегда вызывают вопрос. Вроде бы написано то же самое, что и в 60-м такте. Здесь написано по-другому. Я предлагаю это видеть как два голоса. Один основной и второй как подголосок. То есть мы должны вытаскивать что здесь. И второй голос второстепенный. И таким образом ваша максимальная задача постараться одновременно эти два голоса играть в двух разных нюансах. Нижний играть громко, а верхний тише. Естественно, что здесь нужно потратить некоторое время, чтобы у вас получалось. Вот, то есть мы почти играем как 16-й, но при этом мы выделяем два голоса. Вот. Дальше нам очень важно прийти в трель, то есть в 71-м такте. И через эту трель привести к 72-му такту, к сильной доле. Надо понимать, что в 72-м и в 74-м такте для нас важна, конечно, первая доля, а не то, что написано в следующем такте. Чтобы не было и так далее. Здесь нюансы не обозначены, но очевидно то, что если следовать предложенному мной принципу мелодия вверх крещендо, мелодия вниз диминуэндо, то, соответственно, 74-75 такт мы играем на ступеньку вниз, соответственно, надо рассчитывать, чтобы ступенька, которая была в 72-м такте, была выше, чем по динамике, чем ступенька в 74-м такте. И дальше в 76-м такте мы возвращаемся. То есть у нас был вопрос, сомнение и, наконец, ответ. В 76-м такте нам встречается нота ми второй октавы. И очень часто у флейтистов возникает проблема с артикуляцией. То есть ми второй октавы замыливается. И когда вы работаете в медленном темпе, надо очень много уделять внимания для того, чтобы эта нотка звучала предельно четко и однородным штрихом. И в 77-м такте окончание, вот эти последние три нотки с точками, нужно дать очень яркий импульс для оркестра, который должен перехватить. Иначе, если вы сыграете это без яркого крещендо и с большим импульсом, волторнисты будут в оркестре разочарованы и могут сыграть эту нотку с кикс, вот, потому что будут стесняться вступать после стеснительного солиста. Дальше в 81-м такте нам встречается штрих ля и соль. Ля у нас ноточка с точкой, восьмушка с точкой. И как мы посмотрим дальше, эта фигура у нас встречается на протяжении нескольких тактов, и мы должны ее постараться сыграть максимально одинаково. То есть 3 раза у нас повторяется одна фигура. Если мы допустим какую-то неточность в звукоизвлечении, вся наша предварительная работа, то, что мы играем уже 2 минуты до этого, пойдет на смарку. И очень важно соблюдать ритмическую и артикуляционную одинаковость, повторяемость, чтобы нигде у вас никакая нота не была размазана и размыта. Дальше в
в 84 и 85 такте у нас повторяется 2 раза одна и та же фигура. Некоторые играют ее как форте, пиано, и в 86 такте возвращается в форте, но, на мой взгляд, более логично сделать увеличивающуюся динамику, потому что мы подготавливаем окончание экспозиции, и дальше у нас начинается разработка. То есть я предлагаю сделать от меццо пиано через крещендо к форте. Дальше, после проигрыша оркестра, флейтист вступает в 103-м такте. Здесь очень простая фраза, которая, если мы применим метод декомпозиции, звучит таким образом. Если мы будем держать в голове вот эти самые опорные ноты, то вся сложность интерпретации этого небольшого отрезка, она исчезнет. И так далее. Дальше все приблизительно то же самое. И в 110-м такте, когда мы играем, очень важно сделать на последних 2 четвертях большое крещендо, чтобы подготовить опять-таки вступление оркестра. Дальше часто встречающаяся опечатка вместо, это 118-м такте, вместо ля написано почему-то фа диез. Это, по-моему, в издательстве Петерс, а также в советских изданиях. Следует играть здесь ноту ля. Вот. Дальше очень важно в этой фразе распределить дыхание. Как его брать? Я могу предложить такой способ. Если вы берете здесь дыхание, нужно избегать, опять-таки, кавалерийской скачки. Как бы подхватывая дыхание. Другой способ, можно взять дыхание на четверть позже. Это тоже возможно. Очень важно привести в эту всю фразу к 125-му такту с тем, чтобы подготовить драматический эпизод. Это центральный эпизод в первой части этого концерта. И дальше очень важно, опять-таки, применять метод декомпозиции. Если мы сыграем как бы основу этой фразы, то у нас получится очевидно, что я применяю тот же принцип, когда у меня идет мелодия вниз, я делаю диминуэндо, и когда идет вверх, крещендо. И очень логически играть штрих, когда вы идете вниз, по 2 легато. Вот, таким образом. Дальше трель. Здесь можно играть, опять-таки, 2 способами. Можно играть ее коротко, без разрешения, либо позаниматься и сыграть ее с разрешением. То есть первым способом. Либо и
и так возможно, это зависит от вашего уровня и подготовки, как вы владеете временем и пальцами. Дальше как раз наступает тот момент, когда трель играется не сверху. Это у нас 135-й такт. Почему она играется не сверху? Потому что мы здесь должны показать полутоновое тяготение. Если мы сыграем трель сверху, то получается, что мы разрушаем полутоновое тяготение. Постараться обратить внимание в 143-м такте на то, чтобы восьмушки были тоже достаточно одинаковые, чтобы не перевешивали у вас верхние ноты. Так как для нас очень важен как раз вот этот нижний ход в нижнем голосе. Ну и, конечно, в 148-м такте мы должны подготовить очередное вступление оркестра. С большой энергией подачи, передать им, вашим коллегам в оркестре, импульс. В 153-м такте у нас такая же возникает проблема, как в начале. Нижнее ре, там-папам, пунктирный ритм, использовать штрих та-така, та-така, чтобы прийти в третью нотку ре. Ну и дальше у нас такая же ошибка, как и в начале, точнее опечатка. Это у нас 178-й такт, когда у нас до диез возникает на четверть раньше. То есть ошибка, если играть. До диез должен возникать на четверть позже. Естественно, что в издании, которое я вам предлагаю, там все написано корректно. Конечно, нужно подумать о том, что последние завершающие несколько тактов этого концерта, а именно сольной игры флейты, должны быть максимально ярко подготовлены, чтобы все поняли, что сейчас возникнет кульминация и каденция в этой части. По поводу каденции. В идеале нужно писать свою каденцию. Если вы решились на этот эксперимент, я могу дать несколько рекомендаций. Во-первых, по размеру каденции. В первой части она может быть достаточно объемная. Во второй части нужно себя ограничивать, чтобы она не занимала половину длительности второй части. И, естественно, в третьей части это может быть буквально 1-2 такта. На что ориентироваться? Во-первых, надо понимать, что вы должны оставаться в классическом стиле, то есть не злоупотреблять романтической стилистикой, то есть гармонии должны быть ближе к времени Моцарта. И не возбраняется пользоваться идеями, которые сам композитор дал. О чем я говорю? В фортепианных концертах Моцарта сохранились несколько каденций, которые написал сам Моцарт. И можно послушать, проанализировать, какими приемами пользовался сам композитор для написания каденций к своим же концертам. И можно даже где-то заимствовать небольшой какой-то фрагмент, пару тактов из других произведений Моцарта, что тоже не возбраняется. Если у вас не хватает времени на такую работу, то я могу порекомендовать в издании Хейнли немецком есть интересные каденции, которые оставляют, тем не менее, на волю исполнителя, на выбор исполнителя, как ее можно скомпоновать. Дело в том, что здесь есть варианты А и Б, и если покажут крупным планом, здесь видно некоторые циферки 1, 3, 4, 5, которые одна на другой. То есть
можно компоновать несколько кусков. И автор этих каденций предлагает различные варианты развития этой каденции, и таким образом вы можете скомпоновать свою собственную каденцию как пазл. Вот. Издательство Хенли. Итак, перейдем ко второй части. Когда вы играете с оркестром, вы с удивлением слышите, что, оказывается, в оркестре еще сидит два флейтиста, которые, наконец, имеют возможность показать себя. И тема сначала звучит в оркестре, именно ваш коллега играет эту тему. Есть запись, которую сделал Андреас Блау, который несколько десятилетий был солистом Берлинского филармонического оркестра под управлением Херберта фон Караяна. И если вы послушаете эту запись, естественно, с Берлинским оркестром, вы слышите, что в оркестре играет Джеймс Голуэй, который 3 года был тоже солистом Берлинского филармонического оркестра. Вот. Поэтому очень важно, после того, как ваш коллега сыграет и первое проведение этой темы, показать, что вы не просто солист, который зачем-то вышел на сцену поиграть с оркестром, а что вы не менее достойный солист, чем ваш коллега. Иначе о вас будут думать всякие неприятности. Итак, вторая часть, конечно, мы должны рассматривать с двух точек зрения. Когда мы играем с оркестром, я уже рассказал, на что обращать внимание. И второе, когда мы играем это как то, что называется по-английски audition, когда мы играем конкурс в оркестр. И естественно, что мы играем это с роялем. Дело в том, что физическая природа, когда вы играете в оркестре и когда вы играете с роялем, инструментальная очень разная. Флейта у нас одна и та же, а аккомпанируют вам разные инструменты. И по своему оркестровому опыту, я, когда играю в оркестре и с оркестром, я достаточно много выдвигаю флейту. То есть, как правило, это 442. Естественно, что температура меняется и в процессе исполнения меняется. Иногда на сцене становится очень жарко, это может интонация ползти. Это не бывает такого, чтобы вы всегда играли по тюнеру, у вас всегда строило с вашими коллегами. Это всегда надо развивать интонирование и слушать, что происходит в данный конкретный момент. Но, как правило, в оркестре настраиваюсь значительно ниже. Когда я играю с роялем, я задвигаю головку инструмента почти до конца, для того, чтобы иметь запас. Особенно, когда вы играете в холодном помещении. Дело в том, что струны у рояля имеют тенденцию, когда холодная температура, как бы натягиваться. И поэтому строй имеет тенденцию уходить вверх. А флейта, если вы не поиграли на ней хотя бы несколько тактов, имеет тенденцию тянуть вас вниз. Поэтому, когда вы попадаете в стрессовую ситуацию, в какую-нибудь, не знаю, играете прослушивание в оркестр, и, естественно, у вас нет возможности репетировать с пианистом, часто это бывает какое-то холодное помещение, без акустики, и вы не можете себе представить, насколько иногда низко звучит флейта относительно рояля, когда вы начинаете первое проведение. Поэтому я вам рекомендую первую нотку ля играть с такой аппликатурой, то есть добавить пятый палец, ноту соль диез, и таким образом у вас звук становится чуть-чуть светлее. И вы обезопасите себя от того, что у вас будет интенционно тянуть вниз. Поэтому первую нотку я всегда играю с этим пальцем, я имею в виду пятый палец, нотка соль диез. А на вторую нотку уже можно и отпускать.
Первый такт – это небольшая ваша каденция. Понятно, что ее нельзя играть рубато, но вы можете позволить себе пропеть первые две доли. Дальше у нас нарисованы на второй четверти форшлаги, и здесь надо найти баланс. Во-первых, это нельзя играть как 16-е ровные. При этом нельзя их играть слишком коротко, что тоже не в стиле. Поэтому попробуйте найти баланс, как бы подснимая вторую нотку под лигой. И вернемся к тому, что написал композитор в самом начале этой части. Адажио ma non troppo. Это темп, который не должен быть излишне медленным и при этом излишне суетливым. Я как-то провел эксперимент со своими студентами на уроке при разборе произведения Иоганна Себастьяна Баха «Соната до мажор». Третья часть обозначена композитором адажио. И для студентов было очень трудно найти правильный темп, который обозначил композитор. Поэтому я предложил им не очень корректный способ, как выяснить, что такое адажио и какой темп вообще должен быть. Я попросил их найти в интернете, прогуглить и найти самое медленное адажио, которое они найдут. И самое медленное адажио это было 48. От 48 до 72 разброс такой. Как правило, где-то в районе 56, 60. Вот. Но 48 это было в 2 раза быстрее, чем они себе представляли адажио. Ровно в 2 раза быстрее, чем они хотели это играть. То есть помимо адажио еще есть ларго, гравы и так далее. И это далеко не самый медленный темп. Тем более, что здесь композитор обозначил, но не слишком. Я предлагаю вам ориентироваться на темп 56. Дальше у вас в зависимости от вашего самочувствия. Если вы играете с оркестром, вы можете спровоцировать оркестр идти вперед быстрее, и тогда вам их не остановить. Это особенно касается третьей части. Или наоборот, они могут начать очень медленно, и если вы пойдете за ними, соответственно, темп будет садиться больше, и, соответственно, не получится передать тот характер, который хотел услышать композитор. Еще несколько советов по поводу так называемого аудишена. Часто бывает, что вы первый раз встречаетесь с пианистом прямо на прослушивании. Пианист играет вступление в своем темпе. Что же вам делать? Я советую сразу брать управление процессом в свои руки и настаивать на своем темпе. И нормальный пианист, как правило, всегда пойдет за вами. Итак, 56. От этого уже отталкиваться. Это опять-таки зависит от акустики. Она может быть гудящая, может быть более сухая. Это зависит от зала, от размеров зала. Но при занятиях использовать метроном 56. Как я уже говорил, заблуждение, что когда вы занимаетесь медленной музыкой, медленными частями, метроном использовать не нужно. Еще как нужно. Дальше у нас еще одна опечатка, это 14-й такт. Здесь ритмический рисунок, если неправильно, то, что часто бывает написано в нотах, очень часто бывает, что 32-я на первой доле правильно играть. То есть 16-я
2/32. Очень часто это встречается опечатка. В 16-м такте у нас затакт к 17-му такту. Здесь опять-таки флейтист остается один, и он подготавливает следующую фразу. Поэтому на первых этих двух нотах ми вы можете по темпу чуть-чуть отступить, но обязательно вернуться в него в 17-м такте. Вот. В 19-м такте у нас переход с фа диеза второй октавы на фа диез третьей октавы. И очень часто это становится проблемой, потому что, естественно, не хочется, чтобы верхняя нота выкрикнула или вырвала слишком громко. И часто происходит противоположное, верхняя нота слишком прижимается, и она плохо берется и не того качества. Поэтому еще один, как это называется, лайфхак, можно на фа диез третьей октавы добавить пятый палец и поставить его на до диез. Вот. То есть я перехожу. Таким образом, он у вас будет более светлым и не выкрикнет. Дальше у нас опять-таки трель, которую как раз можно сыграть тоже сверху. И следующий эпизод таким же образом. Очень важно посмотреть динамику следующей фразы. Это от 22-го такта до тутти, которая начинается в 27-м такте. Здесь очень важно экономить дыхание и постараться разнообразить динамику, то есть достигать в 25-м такте действительно большого нюанса пиано, с тем, чтобы в 26-м такте вы могли сделать большую фразу и подготовить завершение большого эпизода. Ну, проще будет мне показать и сыграть. Как вы обратили внимание, я делаю в 25-м такте диминуэндо к третьей доле. И, соответственно, с нюанса пиано делаю крещендо на 1,5 такта с тем, чтобы подготовить тутти и вступление оркестра. В 23-м такте обратите внимание, что трель играется тоже не сверху, потому что мы утверждаемся на определенной гармонии. И дальше у нас тоже полутоновое тяготение, поэтому в 23-м такте трель играется не сверху. После небольшого оркестрового проигрыша флейтист вступает за такт к 29-му такту. Обратите внимание, что здесь написано 32-я, не 16-я, не 17-я, не 19-я, а 32-я. То есть это очень энергичное вступление. То есть, чтобы обратить внимание, чтобы штрих не размазывался. И вот во второй половине этого такта, 29, полный оркестр играет. И это действительно яркий нюанс форте. Потому что когда вы играете с аккомпаниатором, вы не получаете полного представления об объеме звучания, который находится позади вас. И очень энергичный штрих. В следующей фразе, которая идет от 33-го такта до 37-го,
Также очень важно рассчитать динамику и рассчитать дыхание, чтобы у вас хватило привести всю фразу к 37-му такту. Происходит подготовка к модуляции, и мы возвращаемся в мажор, поэтому очень важно распределить и дыхание, и нюанс. Как вы обратили внимание, в 33-м такте у нас тоже полутоновое тяготение, которое я постарался показать. И дальше субито пиано. Мы еще остаемся в пиано и сдерживаем себя, чтобы был дальше контраст. И только после вот этого дыхания и еще это не максимальный нюанс. И только дальше. И вот здесь максимальный нюанс. Поэтому очень важно не начинать раньше времени форте. В 42-м такте очень важно сохранить ритмический рисунок. Здесь написаны ровные 32-е, но при этом на первую долю, над первой ноткой нарисованы трели. Поэтому очень важно обратить внимание, чтобы они не превращались в какие-то морденты или 32-е сдвигались и игрались неритмично. Вот это стараться избегать. Вот дальше у нас приблизительно все то же самое, что у нас было в начале. В 52-м такте трель можно играть с разрешением. Вот эти большие интервалы, надо понимать, когда композитор пишет интервалы с очень большой, в 1,5 октавы, это значит, что он подготавливает очень драматическое напряжение. И, соответственно, здесь мы уже подготавливаем вступление оркестра и тутти, и переходим к каденции. Поэтому яркое форте и очень точное звукоизвлечение. Окончание этой части я предлагаю сделать таким образом, чтобы соединить с третьей частью, а именно не делать ферматы, паузы и пойти насквозь. Очень часто публика на концертах любит аплодировать понравившемуся солисту и делает это зачастую между частями. Вот. Таким образом вы лишите возможности выставить себя в невыгодном, невоспитанном свете публику, и при этом вы не потеряете внимание зала. То есть последние 3 нотки восьмушки я предлагаю сыграть отдельно, как бы подготавливая следующий минуэт, а именно и остаться в том же самом нюансе, в котором вы заканчиваете вторую часть, то есть в нюансе пиано, до того, как вступит оркестр, и тогда уже будет настоящее форте. Вот. Таким образом мы можем соединить непрерывную линию развития, вторую с третьей частью. Дальше у нас обозначение в третьей части ронда и темпо ди минуэтто, то есть обычный танец, минуэт. Это важно понимать, что
по контрасту с первой частью у вас точно не должен быть такой же темп, как в начале. Да. Иначе вы себя спровоцируете на... То есть это очень нелогично звучит, очень суетливо. И самое главное, что если вы дадите импульс оркестру играть быстрее, то вы уже этот процесс не остановите, и вам все время придется их тормозить, и это как лошадь, которая без управления понеслась вперед, и, соответственно, будет очень суетливо. Поэтому можно здесь ориентироваться на темп, например, 115 и не быстрее. И таким образом у вас будет минуэт. Надо понимать то, что музыканты, которые играли минуэт, нанимались для того, чтобы публика на балу могла танцевать. Поэтому, если вы начали играть быстрее, все споткнулись и не смогли танцевать, вам просто не заплатят. Поэтому думайте об этом, что вы играете минуэт, а люди танцуют. Когда вы играете минуэт, нужно обращать на ритмический рисунок. Здесь небольшое ударение на третьей доле, которое следует за движением танцующих, и точнее показывает им, на какой доле делать смену определенного движения. Чуть-чуть показать эту третью долю. Дальше у нас вступает оркестр, делает большой проигрыш, и, соответственно, следующее вступление флейтиста, оно должно быть очень энергичным, если вы послушаете 3 такта до вступления флейты. То есть вот эти 2 форшлага подготавливают уже ваше следующее вступление. И естественно, то, что в оркестре это всегда звучит очень энергично. Поэтому, если вы вступаете, никто не понимает, почему вы играете в другом характере. Очень цепко. Как видите, все трели очень точно должны быть сыграны, и начало такта и восьмушка с точкой тоже должны быть сыграны одинаковым штрихом. Везде одинаково. В 43-м такте я бы предложил вам залеговать первые 3 ноты, первые 3 шестнадцатых. Вот, чтобы зафиксировать ваше внимание на первой доле. Несколько слов по поводу штрихов. Где играть легато, где играть стаккато, почему играть легато. Дело в том, что штрихи – это средства выразительности, которые подчеркивают опорные ноты в вашей фразе. Соответственно, я выделяю, например, 2 нотки под лигой. Вот этот ход, и естественно, что у меня получается 2 легата, потом 2 стаккатки, и еще 2 легата, и я выделяю вот этот ход. Вот. И таким образом, используя штрихи, не потому что вам надоело играть легато, вы поиграли стаккато, или надоело играть стаккато, поиграли легато, а потому что при помощи лиг вы выделяете опорные ноты, проходящие, через которые проходит ваша фраза. Дальше у нас 44, 45, 49 такте, 48-49 такте у нас проставлены точечки над восьмушками, и в 49-м такте форшлаг. Очень важно сохранять, опять-таки, упругий штрих.
таким образом. Следующий эпизод, 59-й такт, можно использовать тот же самый метод декомпозиции, чтобы вам точно стало понятно, какие ноты у вас являются проходящими, которые не надо перегружать. То есть, когда мы играем все ноты, вот это вот те самые опорные ноты, через которые проходит фраза. И как раз я стараюсь во время игры второстепенные ноты чуть-чуть прибирать. И таким образом стаккато, язык не будет перегружен дыханием, и, соответственно, стаккато будет гораздо легче получаться. Эм, 72-й такт у нас возникает тоже форшлаг, и который нужно сыграть очень точно в долю. Распространенная ошибка, когда он играется очень широко. Дальше восходящие 16-й вверх, очень важно их довести до самого конца, чтобы не возникало Как вы видите, у нас эти две фразы небольшие, они состоят из трех ступенек. Поэтому вторую ступеньку, которую вы играете ниже на терцию, начинаете играть ниже на терцию, совершенно логично сделать тише, чем первую. Вот. И в третьем такте привести кульминацию этой фразы. Это я повторяю для того, чтобы вы старались при анализе произведений, при самостоятельных занятиях самостоятельно анализировать каждую фразу, и почему вы и зачем это делаете. А не просто, чтобы вам сказал ваш преподаватель, здесь сыграть громче, а здесь сыграть тише. Совершенно очевидно, есть простые правила, которым, если вы будете следовать в самостоятельных занятиях, у вас все логически точно будет выверено. В 107-м такте мы наконец добираемся до минора. У нас произошла уже модуляция, мы пришли в ми минор. Когда композитор в произведении классического периода меняет тональность с мажора на минор, это значит, что начался очень драматический эпизод. Поэтому здесь не нужно стесняться и в 107-м такте сыграть очень с большой подачей и энергией. И к 115-му такту уйти на второй план, потому что вы передаете эстафетную палочку вашим коллегам в оркестре, который играет тему, а вы играете уже подголосок. Это имеется в виду 116-й и так далее. И только к 119-му такту вы возвращаетесь на первый план. И здесь в 122-м такте 3 аккорда в оркестре, которые возвращают вас в мажор. Поэтому очень важно подготовить эту модуляцию.
Дальше распространенная опечатка. В 127-м такте у нас написано пиано, форте, пиано. И в 128-м такте точно такая же фигура. Очень часто почему-то написано форте, пиано, форте, то есть перепутано. То есть совершенно точно не надо сомневаться и играть. И так далее. В 136-м такте у нас точно такая же динамическое обозначение пиано, форте, пиано. То есть здесь не нужно раздувать какой-то пузырь, просто чуть показать вот это самое полутоновое тяготение. То есть акцентировать свое внимание на второй доле. Чтобы у него никакой романтической составляющей здесь быть не должно. Часто задают вопрос, имеет ли смысл в следующем эпизоде, это имеется в виду большие интервалы, играть триоли залеговывая. Да? Я не вижу здесь никакого логического обоснования для того, чтобы играть. Потому что мы должны точно так же, как в предыдущих 4 тактах, показать вот этот самый ход в нижнем голосе. Просто композитор хотел добавить некоторого более веса на второе проведение этой фразы, поэтому написал триоли. Леговать я не вижу здесь никакого смысла. Дальше в 164-м такте мы можем ставить небольшую каденцию, но именно небольшую. Вы можете ее сами легко придумать. И вернуться обратно в тему. Дальше у нас эпизоды, которые мы уже разбирали, то есть это у нас реприза, и мы подходим к 222 такту. Здесь очень важно подготовить яркий динамический оттенок и опять-таки произвести небольшую декомпозицию, то есть убрать второстепенные ноты. Я начну чуть-чуть заранее. Вот, как вы видите, я играю очень ярко. И еще несколько слов по поводу нюансов. Когда вы работаете у себя дома, как правило, это небольшие помещения, как правило, это может быть соседи за стенкой, и вы себя психологически лимитируете и играете тише, чем требуется в зале, пусть даже и небольшом. Даже в классе, когда вы приходите на занятие, он, как правило, бывает больше, чем пространство, в котором вы занимаетесь. Поэтому для того, чтобы вас действительно было слышно в зале, нужно при занятиях, даже в небольшом помещении, думать о том, куда вы посылаете звук. И если вы станете рядом со мной, вам может показаться, что я преувеличиваю и слишком много даю звучания, или штрих у меня слишком точный, излишне точный. Но если вы отойдете на 5, 10, 15, а залы бывают очень большие, метров, то вы поймете, что там-то как раз и все это и слышно, потому что я играю не на пюпитр, не на расстоянии 1 метр, а на то, чтобы меня услышали в дальнем конце зала. И особенно если вы играете с оркестром, который зачастую не всегда бывает предельно
заботливо аккомпанирует солиста, особенно если вы играете концерт Хачатуряна, который является приложением, а там аж 3 тромбона сидят. Вот, и, соответственно, чтобы вы могли быть в балансе с оркестром, не давить, не орать, не толкать звук в зал, а именно давать ему свободно лететь, вам надо во время занятий представлять, что вы играете на большой зал, в котором 3000 мест, и вас в любом нюансе пиано или форте было слышно в самом дальнем ряду, потому что ваши друзья купили дешевый билет, как правило, он гораздо дальше от сцены, но при этом они хотят вас услышать. Вот, поэтому старайтесь всегда играть большим нюансом и преувеличивать нюансы, но ни в коем случае не давить и не насиловать флейту. Дальше мы подходим уже к самому концу. Есть у нас небольшие, опять-таки, триоли, которые написал композитор. И здесь очень важно, это у нас 245-й такт. Очень важно, чтобы у вас сильные и слабые доли не путались местами, потому что очень часто бывает, здесь нужно постараться понять и представить, что вот эти скачки через октаву, они очень маленькие. Я часто прошу, особенно детей, на мастер-классах, когда они играют таким способом. То есть все время направляя в разные стороны дыхание на интервалах. Показать пальцами расстояние, вот, например, здесь у меня ре второй октавы и до диез ре третьей октавы. Показать пальцами расстояние между этими нотами. Конечно, это вопрос вызывает недоумение, но если мы представим вот буквально к нотному стану эти пальцы, расстояние получается у нас микроскопическое. И вот это расстояние как раз надо в своей постановке захватывать обе октавы, чтобы вам не приходилось скакать снизу вверх никогда. То есть я в момент интервала ничего не меняю и фактически играю их в одной позиции. Вот. И таким образом у вас получится сыграть без особых усилий. Точнее, у вас получится сыграть это аккуратно и точно, если вы не будете прикладывать никаких усилий, не будете изменять позицию. Ну, наконец мы подошли к концу этого концерта, и у нас еще 15 тактов, 16 тактов тутти, и вы будете очень любезны, если сыграете вместе с оркестром, это тутти, это совершенно не возбраняется. Вот. Если это у вас какой-то экзамен, совершенно не обязательно это делать, потому что вы уже свою работу выполнили. И еще небольшое дополнение, в самом конце у нас тоже есть трель на половинке, которую нужно разрешать. То есть эту трель не бросать. На этом наш видеоурок закончен. Желаю вам успешной работы над концертом Моцарта и больших успехов.